Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. А сегодня я хотел бы поговорить с вами о таком интересном и достаточно раскрученном сервисе, как Udo. Если кратко описать, что это за сервис для тех, кто не знает, это такой достаточно любопытный фрилансерский сайт, в котором по максимуму упрощена процедура подачи заявки на исполнение и поиск исполнителя. Сервис действительно очень раскручен. Пару лет назад он получил в том числе один из призов как самый перспективный развивающийся сервис. Если вы поищете на YouTube, то в основном вы получите только положительную информацию, скорее всего даже можно ее назвать рекламной информацией, отзывы счастливых заказчиков и исполнителей. Но на самом деле, если вы начнете пользоваться этим сервисом, то поймете, что не все так безоблачно, как об этом можно подумать, судя по рекламным картинкам и видео. Если описывать преимущества и недостатки данного сервиса, то нужно разделить этот сервис на две части. Часть, которая предназначена для заказчиков, тех, кто платит денег за какую-либо работу, и на часть для исполнителей, тех, кто, выполняя работы, зарабатывает обещанные заказчиками деньги. Третьей частью является, конечно же, сама компания Udo и тот уровень сервиса, который получают и заказчики, и исполнители, используя сайт Udo. Некоторое время я пользовался этим сайтом как заказчик, а спустя какое-то время, чтобы оценить этот сервис всесторонне, я также поработал на нем и как исполнитель. Какие же впечатления у меня сложились в целом о сервисе Udo? Внешне все очень замечательно, очень красивый интерфейс, очень красивый стиль сайта, логотип, даже название. Смотрите, Udo, да, очень похоже на YouTube. Как база взято название очень популярного сервиса с исключительно положительным образом. Тем самым этот положительный образ как бы с YouTube перетекает и на Udo. Не знаю, как у вас, но у меня, например, подсознательно еще Udo сравнивается с сервисом, например, eBay, так как на этих сервисах тоже есть продавец и покупатель. И сам сервис выполняет достаточно большую и серьезную работу, чтобы и продавцы, и покупатели, либо заказчики и исполнители были пользованием сервиса довольны. Так вот, если вы являетесь заказчиком на Udo, то можно сказать, что действительно все внимание сервиса сконцентрировано только на вас. Все внимание исполнителей тоже сконцентрировано только на вас. Исполнители сидят на сайте, как и на всех других фрилансерских сайтах, голодные, жадные до работы, желающие схватить как можно больше возможностей заработать. Так же, как и на других фрилансерских сайтах, вы можете столкнуться с тем, что исполнители иногда хватают столько заданий, что, возможно, даже не успевают их одновременно выполнить. Важной особенностью с точки зрения исполнителя является платность сервиса, причем негативным моментом является то, что за каждое предложение выполнить ту или иную задачу исполнители платят деньги, в среднем от 40 до 60 рублей. Причем неважно, выберут вас исполнителем или не выберут. Как правило, на наиболее интересные задачи собирается очередь из десятка исполнителей, которые хотят выполнить данную задачу. Ну и можно посчитать, что, допустим, в среднем, если стоимость предложения принять как 50 рублей, то сам сервис Udo зарабатывает только на одной задаче, которая может быть оценена в 1000 или в 1500 рублей. Сервис Udo зарабатывает на этом еще сверху 500 рублей на исполнителях. Понятное дело, что все исполнители достаточно обозлены тем, что их не выбирают исполнителем, но снимают с них деньги. Однако вернемся все-таки к части для заказчиков. Если вы пришли на сайт действительно, чтобы решить какие-то свои проблемы и задачи, то действительно использование сервиса вам покажется достаточно комфортным. Большой выбор исполнителей. У каждого исполнителя вы видите его рейтинг, сколько он задач уже выполнил, то есть насколько надежно поручать ему выполнение той или иной задачи. После того, как на вашу задачу вы получили предложение, заказчик может начать чат с каждым исполнителем и выяснить у него какие-либо уточняющие моменты. В общем, сервис в достаточной мере дисциплинирует исполнителей и не позволяет им халтурить, потому что негативные отзывы на сайте, естественно, портят вашу карму. Самое же интересное начинается в случае, если вы пришли на сайт именно как исполнитель, если вы хотите заработать при помощи этого сайта деньги.
В своем эксперименте работы исполнителем у меня была задача максимум несложная, то есть где-то зарабатывать на сайте порядка 1000 рублей в день. Судя по публикуемым задачам на сайте, этого добиться очень легко, достаточно в день выполнять всего одну задачу стоимостью 1000 рублей. Опять же, на первый взгляд кажется, что не беда, да, я выполню всего одну задачу в день, пусть меня снимет сервис, допустим, там 50-60 рублей, это совершенно не проблема. Опять же, на первый взгляд, задач очень много, уж что-нибудь, да подвернется тебе под руку, и вроде бы все кажется действительно на первый взгляд достаточно безоблачно. Но на проверку, поработав неделю, например, на сервисе, ваш оптимистичный настрой медленно-медленно начинает опускаться. Вы видите, что на десяток отправленных заявок на исполнение той или иной задачи вас могут выбрать всего один раз или не выбрать вообще. То есть, потратив, допустим, 500-600 рублей на отправление 10 отзывов, еще не гарантировано, что вы заработаете ту самую 1000, которую вы хотите заработать в день. Оплатив десяток предложений, выполнить их работу заказчикам, сервис не компенсирует вам вот эти вот самые снятые деньги 40, 50, 60 рублей. Даже в случае, если заказчиком выбран другой исполнитель, хотя это, на мой взгляд, было бы элементарно и логично. Кроме всего прочего, на сайте действует жесткая модерация. В каждой задаче, кроме предложений на выполнение, можно еще и делать комментарии. Если в комментариях вы попытаетесь уточнить какие-либо моменты, например, не согласен ли заказчик заплатить, допустим, не 1000, а 1500, то модераторы банят вас, закрывая вам возможность оставлять комментарии на определенное время. При повторении ситуации, когда вы не соблюдаете правила, отклоняетесь от них, даже вполне в логичных ситуациях, вы можете потерять доступ к сайту навсегда. Это на сайте называют неоднократное нарушение правил. Почему сайт так жестко следит за какими-то вот такими моментами, которые вроде бы нелогичны? Ведь основной принцип сайта – это поиск заказчиком исполнителей. И, наверное, для решения этой цели любые средства были бы хороши. Вся проблема в том, что сервис очень ревностно блюдет свои интересы, а именно свой заработок на исполнителях. Представьте, что бы произошло, если бы в комментариях какой-нибудь исполнитель написал свои координаты. Автоматически это дало бы возможность заказчику напрямую связаться с исполнителем, и тогда сайт оказался бы совершенно не удел. То есть никаких 50-60 рублей на этом заказе бы сайт уже не заработал. Естественно, раз уж сервис взимает с бедных исполнителей такие существенные деньги, например, заработав на сайте свою первую 1000 рублей, я понял, что на самом деле сайт успел меня за это время нагреть, наверное, на целых 600-800 рублей. То есть мой заработок на самом деле составил всего рублей 200-400. Неплохо устроился сервис, не так ли? Естественно, видя это, ты предполагаешь, что взамен сервис тебе предоставляет защиту, гарантии. Но буквально на втором задании, которое я выполнял на сайте, я наткнулся на мошенника. То есть человек описал мне объем задач, конкретно нужно было оставить положительный отзыв на одном из сервисов. Так как заказчик платил 1500 рублей, я посудил так, что бог с ним, можно оставить этот отзыв. Вполне возможно, что этот сервис действительно того заслуживает. В условиях выполнения этой задачи присутствовало требование зайти на сервис и приобрести там товар с названием «благотворительность». Вроде бы благотворительность дело хорошее, почему бы не потратить 300 рублей на приобретение этого товара, тем более, что заказчик тебе платит 1500 сверху. Окей, 1200 рублей это тоже неплохо, посудил я. Я полностью выполнил задание, после чего заказчик испарился. Он перестал отвечать на мои вопросы, и, конечно же, я попытался обратиться в техподдержку. Дело было то ли ночью, то ли в выходной день, и как выяснилось, что техподдержка с сервиса Юду вообще не работает в это время. То есть мое обращение в техподдержку было рассмотрено даже не в 9 утра, а что-то типа в 11-12 следующего дня. Пообщавшись с техподдержкой, я понял, что дело полный тухляк. В том плане, что сервис ничего не гарантирует. Конкретно специалист техподдержки сервиса Юду сказал мне так. Как только исполнитель находит заказчика, на этом сервис Юду умывает руки.
Дальнейшие все взаимоотношения между исполнителем и заказчиком находятся в ведении только заказчика и исполнителя. Да, конечно же, специалист техподдержки упомянул мне какой-то отдел по разрешению конфликтов и пообещал мне, что специалист этого отдела свяжется со мной в самое ближайшее время. Ну что я вам могу сказать, прошла неделя, мне так никто и не позвонил. То есть мной были потеряны порядка 300 рублей, не были заработаны 1500, и сервису совершенно наплевать на эту ситуацию. Он заработал свои 50-60 рублей, и их это абсолютно устраивает. Вот такая вот ситуация, которая совершенно с ног на голову ставит весь этот красивый образ. В случае с Юду мы имеем совершенно не гарантирующий ничего сервис, который только умеет что драть деньги с исполнителей, играя на их желании заработать эти самые злополучные 1000-1500 рублей. Причем на сервисе пасется достаточно большое количество исполнителей, и даже видя задачу, в которой было бы сложно подобрать исполнителя с квалификацией лучше вашей, совершенно ничего не гарантируется. В очередной раз думая, что вот это та самая задача, к которой обязательно выберут именно вас исполнителем, в очередной раз приходит уведомление, что исполнителем выбран другой человек. И, конечно же, это означает, что вы снова потеряли очередные 50 рублей. В конечном счете сервис Юду для исполнителей, конечно же, несет в себе определенные возможности. Если действительно у вас большой опыт, багаж, есть портфолио, дипломы, сертификаты и прочие элементы, которые можно предъявить как подтверждение того, что вы очень квалифицированный исполнитель, наверное, определенная вероятность того, что вы уйдете в плюс, зарабатывая на сайте, есть. Но при этом готовьтесь к тому, что у вас будет постоянно негативный настрой, вы будете чувствовать себя обобранным как липка, и каждый новый раз, отправляя заявку на исполнение, вы будете осознавать, что совершенно не гарантируется, что выберут исполнителем именно вас, но точно гарантируется на 100%, что сервис снова возьмет с вас очередные 50 или 60 рублей. И денежный счет владельцев сайта, а также их настроение в очередной раз улучшится. На мой взгляд, вся вот эта схема Юду по зарабатыванию денег на исполнителях путем сокрытия контактов исполнителя от заказчика, она на самом деле висит на волоске. Рано или поздно один из пользователей сайта будет разозлен настолько, что он разработает совершенно малюсенькое расширение для браузера, которая будет реализовывать чат на любой из страниц интернета, что-то по типу WebMoney Advisor, который позволяет вести рейтинг различных сайтов, различных страниц. Так вот, бюджет до 1000 рублей. Вот, кстати, пришло очередное оповещение, что на сайте опубликована новая задача с бюджетом 1000 рублей. Ну, лично я так настроил. Если вам интересно, как я это сделал, ссылочку я размещу в верхней части экрана. Посмотрите это видео, там будет на это отвечено. Так вот, совершенно маленькое расширение, реализующее чат на сторонних сайтах, легко разрушит всю схему заработка сервиса Юду, напрямую открыв возможность заказчику общаться с исполнителями. И дело будет за массовым распространением данного расширения браузера, и автоматически у всех пользователей сервиса Юду появится возможность общаться напрямую и показать жирную фигу владельцам сервиса, желающих ободрать исполнителей в очередной раз на следующие 50 или 60 рублей. Лично я считаю, что в принципе определенный потенциал у сервиса Юду тем не менее есть. Конечно же, сервису нужно развиваться, двигаться вперед. Конечно же, нужно внедрить обязательно возврат средств исполнителям, которых в задании не выбрали. Если бы возвращалось хотя бы 75% от этих денежных средств, наверное, настроение у исполнителей существенно бы выросло. Да, конечно же, за счет доходов сервиса. Но я думаю, что это абсолютно справедливо, потому что нельзя брать деньги с людей только за то, что они хотят заработать, но вы им не дали эту возможность заработать, а деньги вы с них ссымаете. Ну, ребят, неужели вам не жалко собственной кармы? За такие вещи попросту можно сгореть в аду. Осторожнее. На эту тему у меня даже родился небольшой экспромт. Юду, гореть тебе в аду.
Это шутка, конечно же, но действительно сервису предстоит очень большая работа, нужно действительно развиваться, двигаться вперед и делать свои правила гораздо более честными и правильными, потому что на данный момент сервис портит настроение исполнителям, это большое количество людей, и в конечном счете это очень нехорошее занятие – портить людям настроение. Пользование сервисом должно приносить исключительно положительные эмоции. Что ж, я же благодарю вас за просмотр этого видео. Если вы покупаете что-нибудь на просторах интернета, то не забывайте обязательно использовать кэшбэк-сервис, который позволяет вам делать ваши покупки еще более выгодными. Тот кэшбэк-сервис, который использую я и рекомендую, ссылка на него будет в описании к видео. Если же вам нравится мой канал, то вы можете поддержать его по ссылке внизу текстовой части описания к данному видео. Все, друзья, всем счастливо, пока! Love is you.